Всем добрый день! Вы на канале Шитие Мое, меня зовут Оля. И сегодня я хочу ответить на вопрос подписчицы моего бесплатного телеграм-канала «Швейная продленка». Если вы хотите подписаться на телеграм-канал, ссылочка будет в описании под этим видео. Так вот, подписчица прислала мне фото и видео, опять же в телеграм-канале. Это, кстати, очень удобно, чтобы я показала, как построить или как смоделировать это изделие, как создать это изделие. К сожалению, фото и видео сделано, я так понимаю, с телевизора и, конечно же, не очень хорошего качества. Ну, понятно, да? И в интернете, к сожалению, я не нашла ничего подобного. Если вы не хотите ждать, когда я уже для себя это сошью, это будет, может быть, через несколько дней. Я очень хочу для себя такое изделие. Возможно, это будет что-то такое летнее, легкое, может быть, из хлопка. Ну, то есть я хочу что-то такое, похожее, подобное для себя в отпуск. Да? Поэтому, если вы не хотите дожидаться, когда я это сошью, вы можете, опять же, подписаться в телеграм-канал «Швейная продленка» и там найти эти фото и видео. Смотрите, я уже набросала для себя выкройку, и обратите внимание, для полочки мне понадобилось 2 ширины кальки. Ну, конечно, ширина кальки может быть разная, но явно не такой. То есть мы в любом случае, либо здесь будет длина, вот так ширина, ну, то есть нам нужно больше, да, бумаги. Если вы кроите на ткани, то это будет 2 длины. Что касается полочки, у меня вошла в одну ширину кальки 62 сантиметра у меня калька шириной. Ну, даже если ткань будет, допустим, 140-150 сантиметров шириной, спинка у нас в любом случае войдет в одну ширину, в одну длину. Но, смотрите, здесь у нас будет подрез, мы сейчас еще вернемся к спинке, да, то есть у нас рука будет отдельно выкраиваться, и спинка будет отдельно выкраиваться, и здесь, смотрите, сколько еще места, да, то есть в любом случае спинка у нас войдет в одну длину. Что не скажешь о полочке. Полочка у нас без подрезов, она вот такая цельная и вот такая широкая. В любом случае нужно будет для полочки 2 длины. То есть вы должны быть готовы к тому, что для такого изделия нужно много ткани. Давайте, я все-таки начала с полочки. Как ни странно, обычно сначала мы строим спинку, а потом переходим на полочку. Но я в этот раз почему-то начала с полочки. Давайте мы ее разберем. Смотрите, от края, вот он у нас край, от края бумаги или от края ткани, от среза, если вы кроите на ткани, я откладываю 42 сантиметра. Я отложила для себя 42 сантиметра. Вы же можете отложить меньше или больше. Тут уже в зависимости от того, насколько, во-первых, насколько у вас хватает ткани, во-вторых, насколько вы хотите, чтобы вот это вот у вас красиво тут свисало. Вот у меня тут даже не 42, а 43 сантиметра. Вот. От края сюда я отложила 43 сантиметра. И это у меня, я провела вот так линию, это у меня центр переда. Вот это все остальное, это будет вот эти вот полочки, которые будут вот сюда не спадать вот такими вот красивыми фалдами. Вот эта линия должна быть прямой. Мы сейчас к ней вернемся. Смотрите, от этой точки я откладываю, ну, конечно же, по верху я не сказала, да, я провела прямую линию, здесь я криво отрезала. В общем, по этой линии я откладываю 7, 7,5, 8 сантиметров, 9 сантиметров. Тут зависит от вашего размера, да, от вашей горловины шеи. И, конечно же, от того, насколько вы хотите открыться. Может быть, вы хотите более открыться. Но я не люблю такие, когда широкие изделия, чтобы они у меня не слетали, нигде не мешали. Я люблю вот прям вот по шейку, да, поэтому я и говорю. У меня получается 7,5 я сделала для себя. Вот, 7,5. Дальше от этой линии, вот от этой горизонтальный вверх, я отложила для баланса сразу 1/3 раствора нагрудной выточки. То есть разница между длиной длиной полочки от высшей точки плеча до талии через высшую точку груди, и также от той же точки, высшей точки плеча до спинки, то есть до талии по спинке. В общем, заболталась. Я откладываю сразу. От этой точки вверх я откладываю сразу для баланса 1/3 раствора нагрудной выточки. Или разницу между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии от высшей точки плеча. То есть мы измеряем от высшей точки плеча
И уже от этой точки вверх я сразу откладываю, вот она у меня, да, 2,5 сантиметра, вот сюда. Вот это вот отрезок, это 2,5 сантиметра. Я откладываю 1/3 нагрудной выточки. Или 1/3 разницу между длиной спинки до талии и длиной полочки до талии от одной и той же точки. То есть от точки, от высшей точки плеча. У меня получается 2,5 сантиметра. Ну или 2 сантиметра, я уже не помню. Дальше, смотрите, от этой точки, теперь от этой точки вверх я поднимаюсь на 1/3 разницы между длиной спинки, длиной полочки до талии и длиной спинки до талии от высшей точки плеча. У меня это 2 сантиметра, вот здесь у меня 2. То есть от этой линии я поднимаюсь вверх, вот здесь у меня 7,5, да, сюда поднимаюсь на 2. Теперь я опускаюсь опять же от этой линии, от центра полочки вниз. Мы тоже должны определиться, минимум 6 сантиметров, это будет даже не 6, а, наверное, минимум 7-8 сантиметров, это будет еремная впадина. Тут еще зависит от того, опять же, какой у вас размер. Я отложила прям вот минимально 8 сантиметров. Можно отложить больше, но тогда просто у вас вот эта вот часть, она будет здесь более открыта будет, и она будет ниже, да, вот это вот начинаться фалды. Я хочу открыться на 8 сантиметров, вот она. Я провожу отсюда уже от верхней точки, где у меня 2 сантиметра, вот сюда плавную линию, и сюда я провожу ее прямой. То есть вот здесь у меня прямой угол. Вот эта прямая линия, вот эта прямая линия, и она как раз даст нам вот эти вот фалдочки. Далее мы с вами уже вот от этой, не там, где 2,5 сантиметра. Теперь мы с вами переходим вот на эту часть. Смотрите. Там, где у нас 7,5 сантиметров, то есть ширина горловины, да, вот она, отсюда, вот сюда, я откладываю просто ширину плеч. Но это, опять же, нам нужно будет приблизительно, грубо говоря, 12 сантиметров. Почему? Потому что у меня 7 сантиметров ровно горловина, да, а я здесь сделала 7,5. Ну, то есть, как бы, плечо у меня 13. Ну, округлила все да нельзя и отложила 12. Вот она, 12. Вниз я откладываю 2,5, это стандарт. И по этой линии уже, то есть, вот я отложила вниз 2,5 вот сюда, да, вот она. И уже от этой точки сюда я опять откладываю 12 сантиметров. Она у меня вот так вот смещается. Вот. Здесь 12. И уже от этой точки я откладываю, определяю, какой длины у меня будет рукав. Я себе сделала, по-моему, 42 сантиметра. Нет, 45 я решила, что у меня будет. У меня 45 сантиметров рукавчик. Вот он, 45. Тут даже себе написала. Ничего здесь не мудрю, да. Ничего здесь не мудрю, просто от этой точки, через эту точку провожу прямую линию, хотя можно здесь еще немножечко опуститься, да, на 3-5 сантиметров. И от этой точки, уже от точки 12 вниз, сделать немножечко наклон. Но это, опять же, не обязательно. Здесь даже можно было... Теперь смотрите, я здесь ничего не мудрю, уже от этой точки, от точки 2, вниз через точку 12. Теперь смотрите, здесь я ничего не мудрю. Здесь я просто от точки 2 вниз, то есть провожу прямую линию до точки 45. Дальше определяю шириной рукава. Здесь у меня 22 сантиметра. То есть получается 44 сантиметра у меня вот здесь будет. Да, можно сделать больше, можно сделать меньше. Это уже ваше дело. Но я думаю, что для такого широкого... Но я думаю, что для такого широкого свободного рукавчика можно сделать больше, можно сделать меньше, но я думаю, что для такого широкого рукавчика лучше, конечно, не делать узкий вот здесь внизу. То есть для такого можно
Можно сделать больше, можно сделать, конечно же, меньше, но я думаю, что для такого... То есть вот здесь у меня будет 44 сантиметра. Можно, конечно, сделать больше, можно сделать меньше, но я думаю, что для такого широкого свободного изделия не нужно вот здесь заужать, да, я думаю, что чем шире, тем лучше. В общем, у меня 22 сантиметра, если я не вру, да, 22 сантиметра, 44, повторяюсь, вот здесь у меня будет внизу. Ну и опять же здесь прямая линия, здесь прямой угол, здесь прямой угол. Мы немножечко хотя бы сюда проводим под прямым углом. Дальше от линии центра мы с вами определяемся. Обхват, что у нас больше, допустим, обхват бедер плюс минимум 20 сантиметров на свободу и делим на 4. Ну 20 сантиметров, опять же, я говорю, повторяюсь, это минимум, потому что изделие очень-очень свободное, прям такое балахонистое. Я думаю, что 20 вполне для меня нормально. То есть я не люблю прям, чтобы такое очень было широкое. Тем более там по спинке будет хорошая такая сборочка. Ну, то есть изделие достаточно широкое. 20, я думаю, что там даже не 20, там, наверное, все 50 свободы. Ну, в общем, здесь я сделала себе 20. Вот, откладываем от центра. То есть обхват бедер прибавляем 20 или 30 или 40 или 50 сантиметров и делим на 4. От центра откладываем сюда и проводим прямую линию. Вот она у меня прямая линия, и здесь она у меня прямая линия, и здесь она у меня сходится. А тут я уже рисую, какую хочу. Хочу вот так вот прорисую. У меня уже маркер не пишет. Хочу вот прям вот летучую мышь. Но здесь немножечко нужно, чтобы было под прямым углом, а дальше мы уже хотим, что хотим, то и делаем. То есть тут уже ваше дело. И в принципе все. Длину мы еще, да, должны определиться с длиной. Какую мы хотим длину. Дальше я просто беру, накладываю чистый лист кальки на полочку. Я вот так вот краем, специально, кстати, выделила маркером, да, краем прикладываю к центру полочки. Это у меня будет центр спины. Вот эту линию я тоже вот так вот совмещаю, да, вот тут вот смотрим. Вот так я совместила вот эту линию и совместила вот эту линию. И дальше я откопировала точку ширины 7,5, да, точку ширины горловины. Здесь я делаю 2,5 стандарт, но это для меня, то есть для меня это стандарт, а если, допустим, есть холка, хочется приоткрыть там до 4 сантиметров, да, если, ну, тут еще зависит от размеров. Опять же, я люблю, если широкое изделие, то я люблю аккуратную горловину. Далее, отсюда, здесь я опять же вижу, ну она у меня как бы прозрачная, и я вижу, ставлю точку, где у меня заканчивается рукавчик, то есть низ рукава, да, я провожу вот так отсюда, то есть вот она у меня, надеюсь, видно, да, видно, вот она идет рукавчик по переду, а я делаю отсюда, то есть вот эта точка и вот эта точка, я ее совмещаю. Дальше я копирую вот эту линию, и в принципе все. Все, мы откопировали основные линии. Я сейчас вот это уберу. Откопировали основные линии для спинки. Вот она, наша спинка. Повторяю, здесь откопировано 100% вот эта линия, вот эта линия. От этой точки до этой точки я просто провела прямую линию. Здесь 2,5 вниз. И в принципе все. Теперь там есть подрез в изделии. И он идет прям от центральной точки, то есть от 7-го шейного позвонка. И где-то, может быть, даже не доходя, там вот непонятно, мне кажется, не доходя до бокового среза. Да, там, по-моему, не доходя до бокового среза, но может быть даже не так, как я нарисовала, а может быть сантиметров 7, вот так вот, да, то есть вот до сюда, например. Вот эта линия не будет у нас. Это я уже тут себе набросала. Смотрите, я, наверное, заново сейчас черным маркером проведу. Мы делаем подрез. Хотя можно сделать и до конца, да, и у нас получится отдельно спинка, отдельно рукав, как я сказала в начале. Но можно сделать просто вот так подрез, в самый вот сюда вот угол. И вот это у нас будет подрез. Здесь мы просто прорисовываем несколько линий и вырезаем. Смотрите, я вырезаю горловину. Рукавчик.
Я вот сейчас, кстати, соображаю, да, как мы будем, получится, не получится. Сейчас посмотрим, что у нас тут получится, как мы это все можем поднять. То есть нам нужно раздвинуть для сборок. По-моему, в изделии, которые я видела, которые мне прислали, по-моему, там нет разреза до конца. Сборки идут точно не из-под бокового среза. Так, сейчас, если я, допустим, разрежу не до конца, вот так. И если тут, конечно, можно разрезать, допустим, до этого момента, не дорезая, и раздвинуть вот так. Тогда у нас получится сборки, да? Но тогда нам придется делать шов по спинке, а там, по-моему, его нет. Поэтому я думаю, что все-таки там разрезаем до конца, вот так. И уже вот эту, ну, в принципе, можно и эту тоже, вот так разрезаем все до конца и раздвигаем наверх. Так, это нам сейчас понадобится все эти мелкие бумажки. Вот, смотрите, отодвигаем рукавчик пока. Далее я раскладываю, насколько я буду раздвигать. Ну, какие сборочки вы хотите, настолько и раздвигайте. Ну, допустим, ну, пусть будет 4 сантиметра примерно, да? Каждая. Можно их склеить между собой, а можно просто, допустим, наложить на чистую кальку. Все это уложить и обрисовать. Я думаю, что лучше сэкономить, да? Я сейчас приблизительно, даже, наверное, больше. Я вот сейчас смотрю, там прям сборочки такие густые. Я думаю, что надо больше раздвигать. Пусть это будет на 5 сантиметров. Я потом отклею, сейчас раздвину. Потом отклею от стола и приклею к другой кальке. Вот так, допустим, я приклеила. Смотрите, теперь от этой точки вот к этой точке мы можем провести прямую линию. Тут как бы не нужно вот эти уголочки делать, да, если вы, конечно, не складки хотите. Я просто через эти уголочки провожу прямую линию. И у меня получается вот здесь она тоже как бы приподнимается, да, и вот эта линия у меня тоже должна быть прямой. То есть она у меня продолжается вот так вот, центр спинки продолжается вверх. Вот здесь у меня заканчивается. Я сейчас вырежу, и мы с вами увидим картинку. Потому что я тут приклеила все такое неровное из остатков, конечно же. Ну, здесь, конечно же, мы должны оставить примерно сантиметр для того, чтобы было удобно сшивать. Пришивать рукавчик. Ой, все, повыкидывала все, что нужно и не нужно. Итак, смотрите, я приклеила, вот у меня получается раздвижка. Повторяю, это можно перерисовать, перенести на чистый лист кальки, но я думаю, что лучше сэкономить, да, зачем все это переносить, когда и так хорошо. Вот так мы, допустим, прикладываем, и примерно отсюда, либо отсюда, вот эта часть у нас переходит в сборочки, я сейчас не буду, да, это делать, и, естественно, до вот этого момента. Здесь я оставила сантиметр для того, чтобы было удобно пришивать. Если здесь уголочек оставить прямой, то будет неудобно. Вот это
это все пойдет в сборочки. Повторяю, можно сделать поменьше, можно сделать побольше. Сборки там, по крайней мере, по видео и фото видно, что там очень такие густые сборки. Ну и что касается вниз изделия, мы тоже определяем длину сами, да. То есть вот такая у меня получилась картинка. Очень, кстати, интересное изделие. Я заинтересовалась, и я бы хотела для себя такое изделие, но я уже, по-моему, сказала в начале, что я хочу такое изделие для отпуска. То есть это будет что-то такое легкое, может быть из шифона, кстати. Такое что-то на купальник, да, надеть, накинуть, от солнышка спрятаться, да, например. Ну, в общем, я об этом еще подумаю. У меня есть ткань тоненькая. Главное, чтобы мне хватило, потому что ткани здесь, повторяю, нужно много. Итак, что касается полочки, я думаю, что здесь намного все проще. Здесь самое главное это вот эта часть, которая будет свисать, не спадать красивыми фалдами по переду. И по спинке самое главное, самая интересная часть это вот этот подрез и сборка. Хотя здесь не подрез, здесь полностью разрез. Хотя, смотрите, если, допустим, я сейчас вот так приклею, мы же можем действительно и не дорезать вот эту часть. Или вот так приклеить, да? Допустим, я приклею. Вот отсюда, например, у меня пойдет подрез. То есть вот это все я оставляю. Вот отсюда у меня пойдет подрез. Я вырезаю на ткани вот так, вот по этому контуру. Смотрите, я вырезаю на ткани, допустим, боковую линию, переходящую в рукав, низ рукава, плечевая линия, горловина до этой точки. И вот это уже все идет дальше. А здесь я просто делаю вот так подрез до этого момента. Я почему-то думала, опять же, ну, видите, это все приходит с практикой. Я почему-то думала, что если я вот здесь подрежу, у меня ровненько она не выложится. И я думала, что она пойдет вот так вот, придется мне делать шов на спинке. А оказывается, видите, все можно. То есть мы сейчас даже вот это вот все, ну, мы разрезали для того, чтобы приподнять, вот это все раздвинуть, да. А сейчас мы можем это все склеить. Вот так вот приклеиваем. Просто по этой линии мы разрезаем уже ткань, да, чтобы сделать здесь подрез и сделать здесь сборки. Вот эта, кстати, часть может быть не обязательно здесь, где я нарисовала, может быть сюда, может быть сюда, может быть сюда, может быть вообще сюда, да, то есть до какого места вы хотите дорезать, до такого и будет. То есть все будет правильно, все, любая линия будет правильно. В общем, вот такая вот у меня получилась выкроечка. И я повторяю, я чуть позже обязательно ее перенесу на ткань и сошью. Найду сейчас какую-нибудь ткань интересную. Хочу, повторяю, что-то легкое, такое воздушное, непринужденное, не утяжеленное. В общем, что-то будет. Смотрите, я так понимаю, что это нужно было сделать обязательно. Прикладываю боковую линию, вот так совмещаю. И видите, куда у меня ушел рукавчик. Видите, вон уж куда ушел. Поэтому это нужно было сделать обязательно. Сначала раздвинуть, то есть отрезать рукав, раздвинуть здесь, а потом его можно приклеить. И на ткани уже можно выкраивать вот так. Но можно, конечно, сделать полностью разрез, и рукав, я уже 3-й раз повторяю, рукав можно вырезать отдельно. Но я думаю, что так будет интереснее, да, подрез, не разрез, а подрез. Допустим, отсюда делаем подрез, вот она, отсюда, вот она наша линия идет. Мы делаем подрез, я уже 1000 раз, наверное, повторила, делаем сборки, пришиваем, будет красиво. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Я надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, полезным.
показать изделие, которое у меня получилось по этой выкройке. Я назвала изделие шазюбль и выполнила его из шифона. Шифон у меня такой, знаете, как жатка. Достаточно плотный, кстати, и не такой скользкий, как обычный шифон. Я еще, кстати, смотрите, вот так у меня получилось вот здесь чуть больше, чем я показывала на выкройке. И внизу обязательно нужно срезать уголочек, потому что когда мы это все опускаем, уголочек опускается, и если, допустим, оно все вот так вот прямо идет, то оно просто болтается по земле. Обратите внимание, да, я еще завязала вот здесь, то есть носить можно его по-разному, вот так вот можно, да, если вдруг не хотите, или ветер, или не хотите, чтобы вот так вот все разлеталось. И смотрите, это изделие для меня будет, то есть у меня будет как пляжное. То есть я специально надела лиф от, это у меня, по-моему, 3-я модель, лиф от купальника. Ну, здесь у меня еще ничего нет, поэтому, то есть трусики мы еще не шили, поэтому у меня лосины. То есть, ну и я, чтобы не смущать особо, скажем так, чувствительных, я надела еще топ из сетки. Смотрите, достаточно свободно. Здесь, кстати, я прибавила не 20 сантиметров, то есть к 1/4, а 22 сантиметра к 1/4, да, то есть обхвата бедер. Ну и обратите внимание, еще, кстати, здесь я сделала покороче рукав, потому что у меня просто не хватило ткани. Кстати, у меня ушло на это изделие 2,5 метра, ну, с учетом того, что короткий рукав, да. Ну, в принципе, если это пляжное изделие, то рукав короткий вполне, почему бы и нет, да, вполне может быть. На этой ткани недостаточно хорошо видно фалды, да, вот это вот изделие, вот эта часть, которая спадает. Если бы ткань была однотонная, если бы ткань была более плотненькая, то, конечно, это было бы более заметно. Что касается сборок по спинке, вот здесь у меня подрез, это не разрез до конца, здесь подрез, и сборки начинаются буквально вот отсюда. А шов боковой у меня вот он, да, вот расстояние такое, тут сантиметров 15-18, точно не помню. И сборки у меня достаточно такие сдержанные, опять же, потому что у меня было немного ткани. И раскладку я делала из-за того, что у меня, опять же, немного ткани, то есть 2,5 метра, я раскладку делала наоборот. То есть не по ширине, то есть вот так у меня идет не ширина, а длина. Вот так идет длина. Только потому, что ткани у меня было немного, я разделила ее на 3 части, на 3 равные части. Из 2 частей у меня полочка, вот она, и 1 часть это спинка. Ну, а выкройку я показала, да, в принципе, я больше здесь ничего, наверное, не расскажу. Обработала я бейкой, не косой, потому что ткань здесь у меня выкроена, здесь немножко такой практически косой крой. Здесь тоже у меня много таких моментов, которые косой крой. Но смотрите, внизу, полностью низ я сделала подгибку, вот эту вот часть. Вот эту часть я тоже сделала подгибку, такую достаточно тоненькую, у меня получилась 0,5 подгибка, да, и здесь я сделала подгибку. Сначала 1 раз, как московский шов, но не такой тонкий, как он, как бы, ну, должен быть, да. Сначала 1 раз прошила, срезала лишнее, 2 раз прошила, и 1-ю строчку я удалила, то есть мне она была не нужна. Я специально сделала ее такую не близко к сгибу, чтобы потом еще раз подогнуть, уже ближе к этому, как подворотику, да, ближе к сгибу прострочить, и 1-ю строчку я удалила специально, ну, я уже сказала, да, чтобы она, ну, не была двойная, ну, то есть, чтобы было более такое красивое, да, изделие. Обрабатывала я вот это все бейкой, не косой, повторяюсь, точно не косой. Почему? Если бы я сделала косой бейкой, у меня бы здесь все это растянулось. А у меня, обратите внимание, вот здесь вот все по косой вот так вот идет, да, вот этот срез по косой идет. Когда мы с вами выкраиваем, неважно, поперек или вдоль мы выкладываем выкройку, когда рукавчик идет вот так на косую, он в любом случае идет по косой. Поэтому здесь у нас все вытянется, если мы еще возьмем косую бейку. То есть, ну, я вот решила не косую бейку. Здесь тоже бейка обработана. И полностью вот так горловина, переходящая вот в эту вот, не знаю, как полочки, да, переходящая, здесь тоже я обработала бейкой, не косой, повторяюсь. Ну, в общем, вот такое легкое изделие у меня получилось, и я обязательно надену его
на купальник, да, обязательно буду носить на пляже, то есть в отпуск с собой возьму. Единственное, что по цвету, у меня, кстати, очень мало, оказывается, тканей, таких тонких, легких и с таким метражом. В основном 1,5-2 метра. Конечно, хотелось бы больше на такое изделие, чтобы выложить его правильно, то есть не поперек, а вдоль, но как полагается, да. И, конечно же, можно было бы сделать достаточно широкую ширину. Смотрите, вот я сейчас повернусь, вот она моя ширина. Сейчас я от шва до шва, вот она ширина по спинке. А вот она моя спинка. Ну, то есть, как бы не слишком-то и много. Можно было бы сделать еще больше. Ну и что касается полочек тоже, можно было бы сделать еще больше, но тогда, смотрите, вот этот уголочек, чем мы больше делаем сюда, тем ниже он опускается. Ну, то есть, смотрите, вот она фалдочка, да, пошла, вот она. Я думаю, что видно, вот она, фалдочка. Но если, допустим, мы сделаем длиннее, то есть шире, да, вот эту штуку, то она, конечно, опустится еще ниже, и я думаю, что это будет не очень красиво. Я сейчас скажу, сколько у меня тут, сейчас метр возьму. Я, наверное, сейчас измерю от плеча, от высшей точки плеча, вот так, сколько я взяла сюда. Вот это, кстати, мне кажется, самое такое оптимальное. У меня здесь 66, ну, я думаю, 60 вполне будет нормально. Да и 50 будет нормально, если вот так 10 сантиметров убрать, вот отсюда пойдут фалдочки, тоже, в принципе, будет нормально, да. То есть, смотрите, вот эта вот ширина, чем она длиннее, тем ниже упадет вот этот уголочек, и где-то там потеряются все эти фалды. Я думаю, вот так вот 50-60 будет самое то. У меня вот 66, я думаю, можно было сделать чуть повыше. В общем, смотрите, такое у меня получилось изделие. В интернете я не нашла, к сожалению. Может быть, кто-то и видел. Но спасибо огромное подписчице телеграм-канала, которая прислала мне такие фото и видео с таким изделием. Я очень довольна. Кстати, сейчас смотрю на себя в зеркало, у меня сейчас передо мной зеркало, я смотрю и думаю, а почему бы не носить такое изделие в городе? Почему? Ну, конечно же, не на купальник, а, допустим, сшить какой-нибудь легкий комбинезон. Вот я думаю, если, допустим, я сошью легкий комбинезон, такой, знаете, неприталенный, ну, в общем, надо подумать, да, продумать. Легкий, свободный, не слишком широкий, то почему бы и сверху не надеть вот такой шазюбль из шифона? Почему бы нет? Разбавить, допустим, комбинезон будет черного цвета, разбавить вот такими интересными цветами. Кстати, очень такой цвет непонятный, знаете, как грязно-пудровый, я бы назвала бы его, наверное, или как грязная колбаса докторская. То есть вот какой-то такой цвет. Ну, наверное, к фиолетовому оттенку тоже как-то вот. В общем, непонятный цвет, но со стороны смотрится очень даже неплохо. Очень даже неплохо. Не знаю, смотрится хорошо, нехорошо. В общем, пишите мне комментарии, как это все смотрится. Еще раз говорю, не обязательно это шить из шифона. Это может быть какая-то тонкая костюмка. Это может быть софт. Это может быть штапель, вполне кто любит такую ткань. В общем, на сегодня я с вами прощаюсь. Пишите свои мнения, пишите комментарии, подписывайтесь в мой бесплатный телеграм-канал «Швейная продленка». Ну а на сегодня всем пока, до новых встреч!